Всем привет! Настало время обувать зимнюю резину на машину. Время как бы настало не по погоде. У нас осень. Сегодня 12 ноября. Просто по дате уже как бы, пора. У меня зимняя резина на 16 дисках. Вот. Ее по большому счету можно было бы просто переобуть и все. Но я был бы не я, если бы не придумал из этого повод снять видео. Взял я у своего друга вот такие вот диски на 18. Они от Ешки в 212 кузове. Размерность у них 245/40/18. Задние 9 дюймов диски, передние 8,5 у него разноширокие. Вот мне очень интересно, встанут они или нет. И я имею в виду, встанут ли они без проставок. Так, чтобы, я имею в виду, без лифта по высоте. Проставки под диски, скорее всего, придется ставить, потому что у них вылет. Что там у нас за ЕТ на этих дисках? ЕТ-54 на задних. И где тут у нас? И ЕТ-48 на передних. Но они глубоко будут слишком садиться, поэтому придется все-таки, наверное, проставочки поставить, так, чтобы выдвинуть их пошире, чтобы они не цепляли. Че, поехали, пробуем. В общем, первое, с чем я столкнулся, это с тем, что вот это мои болты, они длинные для разношироких дисков, поскольку у меня выглядит вроде бы такой же, но вот эта толщина очень большая. И получается, что когда мы вставляем болт у меня до конца, он торчит всего-навсего вот так. Если мы эти же болты без всяких проставок вставляем в диски от Ешки, то болт этот торчит аж вот так вот. Ну и соответственно, если этот болт поставить, то он упрется в тормозной барабан, тормозные там механизмы и тому подобное. Ну, понятно, что уже видно, что когда колесо стоит, оно тут уже цепляет. Сейчас я попробую с фонариком снять. Оно уже цепляет, причем прям плотно-плотно цепляет. Даже ничего не пролезет, уже за локер цепляет. Вот. То есть, это которое заднее. Оно у нас... Сейчас снимем, покажем. Это у нас колесо, которое... Вот оно. 9 и ЕТ-54. На всякий случай сейчас сразу прикинем, пока машина приподнятая, передние от Ешки колеса, становятся ли они 8,5 дюймов с другим вылетом назад или нет. Ну, болты на переднем точно так же слишком длинные. Тут надо заморачиваться сейчас будет с тем, что придумать. То ли болты, то ли для эксперимента у меня 5 болтов коротких есть. Но они, правда, сильно короткие, вряд ли они подойдут. Это от запаски. От докатки. Вот. Сейчас попробуем поставить. Вот если бы были бы они 8,5 задние, то в принципе тут, грубо говоря, там зазорчик 5 миллиметров он есть между локером и колесом. Колесо еще поднимется сюда, здесь чуть пошире, вот тут чуть пошире, может быть и не цепляло бы. А может быть и с маленькой проставочкой сюда бы встало оно. Вот. Ну что, ставим проставки под диски.
Проставочки вот такие вот, специально выточенные под Mercedes. То есть вот это вот посадочное отверстие ЦО как раз именно под мерседесовское. И здесь такое же остается оно. Ничего не меняется. Выставляем так, чтобы у нас все совпадало. Вот так. В принципе, все отверстия совпадают. Вот так. И ставим, пробуем ставить 9-дюймовый диск. И вот с проставками болт получается вот так вот заходит. Практически не должен нигде ничего цеплять. Ну что, сзади 9-дюймовый диск встал. Вот. Практически есть даже зазор. Там миллиметров 8-10 до локера есть зазор. Нигде вроде бы так не цепляет. Сейчас опустим вниз. Будет ли еще вот здесь вот цеплять, не факт. Или не будет. Вот. Ну, сейчас поставим передний диск. Еще с ним помудохаться придется. И еще с этими болтами сейчас я буду снимать с ручника машину. Ставить на нейтралку и пытаться покрутить колесо. Потому что болты, если, не дай бог, окажутся длиннее, чем надо, и зайдут глубже в тормозной диск, а там барабан ручника, может цеплять какие-нибудь механизмы. Ну что, с какой проблемкой я еще столкнулся? Вот эти вот длинные болты, не знаю, что они тут, АМГшные, не АМГшные, ну, короче, они удлиненные специально для дисков, которые с большим вылетом, то есть у которых ЕТ, там, не знаю, сколько у моих там дисков вот у этих вот, которые стояли, ЕТ, наверное, блин, 20, что ли, потому что у них вылет большой стоит, то есть и требуются длинные болты. Вот эти болты на диски, которые АМГшные, вот эти вот, они вроде с проставками встали, но проставки у меня 18 мм, были бы они хотя бы 20 мм, было бы все замечательно. А с 18 миллиметровыми проставками я затянул, пока просто наживил, все нормально было. Только я протянул диск, начал вращать, он внутри, уже когда болт проходит сквозь ступицу, за тормозные какие-то механизмы, тормозные механизмы ручника, за пружинки, не пружинки, слегка такой звук был, цик-цик, ну, слегка цепляло, короче. Ну, эксперимент останавливать из-за этого я не стал. Что я сделал? Значит, взял вот такой вот болт, ну, которые у меня были. И если мы посмотрим на него, то у него вот здесь вот есть такая часть его тела, которая, в принципе, как резьба не работает. То есть, ну, буквально миллиметр. Вот. И обточил его, наточили. Обточил до того, что... Ну, сейчас я покажу. Тут видно циферки. Сейчас зайду в гараж на хороший свет. Вот тут маркировка набита. То есть 1, 10 и 9. Вот. И обточил болт. Я сейчас вот этот тоже, наверное, обточу, потому что на вторую сторону все равно он понадобится. И покажу, насколько его пришлось чуть-чуть сточить. Вот не знаю, сейчас вроде в камеру видно. То есть маркировка вот эта 10, 1, 10 и 9, она осталась. Практически сточена буквально там миллиметр. И как только сточил этот 1 миллиметр, все прекрасно. Ну, на всех 5 болтах 1 миллиметр сточен. И все прекрасно, нигде ничего не цепляет теперь. Теперь переходим к передним колесам. Передние колеса, диски АМГшные 8,5 дюймов с ЕТ-48 вылет, не становятся вообще без проставок под диск, так как они, во-первых, упираются сразу в стойку, вот здесь вот. Вот. И помимо всего, ну, соответственно, вообще не становятся. То есть им не хватает еще, я бы сказал, наверное, сантиметра 2 бы выдвинуть. Тогда будет, то есть от чашки такой размер колеса
в притирочку, он возможен, потому что чашка будет двигаться вместе с колесом вверх-вниз. Вот. Она там цеплять, может быть, и не цепляла бы. Если резину может пониже поставить, но все равно резину пониже поставишь, такой вылет не вариант ставить. Сейчас попробуем с проставочкой поставить его. Проставки, которые сделаны вот такого плана, то есть с буртиком совсем, с посадочным местом под диск. Вот этот вот маленький буртик, он садится прям плотненько в диск. Они наперед не подходят. Почему? Потому что вот в этот вот буртик упирается ступица. Потому что впереди она торчит аж вот так вот. Вот. Проставки, которые у меня есть вот такие вот на 10 миллиметров, ну, универсальные алюминьки, она на 10 миллиметров, она вроде бы классно, все нормально, она сюда встала вот так. Вроде даже получилось болтики прикрутить, пока наживленные, ну как притянуты, но не сильно. Но этого недостаточно, потому что колесо цепляется за саму стойку резиной. Слишком широко получается. Я уже молчу про то, как оно опустится и зайдет ли оно в крыло нормально, чтобы сюда не цепляло. Вот. Ну вот так вот. Сейчас уже плавненько попробуем добавить все-таки еще одно кольцо. Просто чтобы понимать, будет ли цеплять и встанет или не встанет. Теперь, поставив две проставки, оно не цепляется. Уже нормально. То есть, в принципе, сейчас попробую снять. Ну, шелест стоял, это моя рука цеплялась за колесо. Вот. Не знаю, как во внутрях будет цеплять или нет. Поставил я проставку не сантиметровую, а 5-миллиметровую. Почему? Сейчас поясню. Можно было бы и сантиметр туда поставить и выдвинуть сюда. Но, посмотрев бумажечку с подсказочками, мы видим, что у нас где тут при 18 размере, если мы ставим, да, перед 225 40 18, ну понятно, что у нас колеса 245 40 18. Ну, допустим, вот не берем это, если мы это в расчет. Но 18 диски 8,5 дюймов, вылет должен быть 30 миллиметров. Вариант, в принципе, вот 225 40 18, либо 28. ЕТ вылет, в смысле. Диски, если мы рассчитываем те, которые у нас вот эти вот, они 8,5 дюймов, ЕТ 48. Нет, 45, по-моему, там. Блин. Чтобы лишний раз не врать, еще раз посмотрим. ЕТ 48. Соответственно, если мы ставим проставки 2 по 10, то есть будет ЕТ 28. Мы попадаем все точно. Если мы ставим проставки одну 10, другую 5, то получается у нас ЕТ чуть глубже сидит. Но учитывая, что резина стоит шире, есть вероятность, что она будет цеплять за арки крыльев. Учитывая, что вообще в принципе 18 радиус, если мы посмотрим, он для машинок, которые АМГ, Брабус и тому подобное, они любят отличаться совершенно другими передними крыльями, которые немножко расширены вот в этих вот местах, вот сюда. И, ну, посмотрим, будет цеплять, не будет цеплять. Ну и основная причина, так чтобы сегодня закончить установку всех 4 колес, мне лучше поставить впереди вот так вот сборку, чем два вот таких широких диска. Две вот таких широких проставки я поставлю сюда, и все. И на ту сторону у меня уже ничего не будет. А так, в принципе, сегодня получится даже все поставить. Может быть, даже если все опустится и нигде не зацепится, то даже проехать.
В общем, опустил я машину с домкратов. Смотрится, конечно, она намного борзее на таких колесах. Вот. Закрыл уже крышу, потому что прохладненько становится и выпадает сырость. Вот. Сейчас развернем, поставим назад такие же колеса. Ну, опять же, это она еще на амортизаторы, на пружинах полностью не села, так приподнятая смотрится. Да, визуально, конечно, небо и земля. Вот и вот. Вот так вот смотрится. Я думаю, есть разница колоссальная. Блин, мне аж самому нравится. Я не представляю, насколько он станет жестким. Просто даже. Сейчас поеду. Надо съездить как раз. Заодно ездим, посмотрим, как он будет цеплять, не будет цеплять. Но пока я разворачивал машину, для того, чтобы вторую сторону дисков поставить, пока разворачивал, нигде ничего не зацепило. А так посмотрим, как оно будет. Но вид, конечно, совершенно другой. Я завтра еще днем, в любом случае, я их не сегодня буду снимать, завтра днем сниму видео, как она смотрится. Погоду вроде обещают нормальную. Как всегда у нас в ноябре. Середина ноября, у нас тут плюс 15. Вот мы сейчас едем с 50 км в час, круиз выставлен ровно держать. И те же самые 50 км, 49-50 по навигатору. То есть при размерности 245-40-18 скорость практически соответствует спидометру. Ну, фактическая скорость соответствует спидометру. Сейчас еще попробуем, в принципе, где-то как-то немножко повилять, попробовать по ямкам проехать. Будут ли эти колеса цеплять. Вот. И сделаем какие-то выводы. Возможно ли установка? Ну, в принципе, возможно, потому что по схеме сзади вообще можно ставить, в принципе, 19-е колеса с шириной 255-265. Там варианты есть установки таких дисков. Поэтому, ну, вопрос именно вот эти колеса, возможно ли поставить вот в таком варианте. И будут ли они цеплять. Сейчас приедем, покатаемся, приедем, снимем, посмотрим, цепляли или не цепляли. В общем, что я хочу сказать. Колеса размерностью 245-40-18 на SLK, ну в данном случае SLK 280 с 3-литровым двигателем, имеют место быть, нигде они не цепляют. Вот, колеса с ешки, вылет передних 8,5 дюймовых в ширину дисков ET48, задних ET54. На задние пришлось поставить проставки 18 мм и чуть-чуть укоротить болты на 1 мм по длине, так чтобы они не цепляли за пружины ручника. На передних пришлось поставить проставки 15 мм, чтобы они стояли и диски не цепляли за стойку амортизатора. А так, в принципе, нигде не цепляет ни закрылки, ни крылья, ничего. Я проехался, специально проехал и по кочкам, по мягким, по сильным ямам я на нем не стал ездить, так как колеса не мои, мне их еще отдавать, не хотелось их случайно испортить. Вот.
Ну, а так даже в раскатку проехал по плохой дороге. Нигде ничего не цепляет. Как-то так.